сегодня наконец-то выбралась на улицу, на свежий воздух, ура! И хочу вам снять сегодня фитнес-тег. На самом деле я искала какие-то вопросы интересные в интернете и вообще на каналах в YouTube, но ничего какого-то интересного я не нашла и решила придумать свой фитнес-тег. Так что если вам понравятся такие вопросы, их всего будет 20, то делайте тоже такой фитнес-тег. Мне будет тоже очень интересно услышать ваши ответы о здоровом образе жизни и о фитнесе. Так что давайте начнем мои ответы на эти вопросы. Итак, первый вопрос. Твой возраст, рост и вес на сегодняшний день. Сегодня у нас 2 июня, второй день лета, ура-ура! И мне 22 года, мой рост в принципе не изменился, где-то 1,73 сантиметра остается, и вес у меня где-то сейчас 59 килограмм. Я была вчера на тренажерном зале и там померила свой вес за долгие-долгие года. Я вообще не люблю измерять свой вес, я как-то смотрю на отражение в зеркале, на какие-то параметры такие по сантиметрам, но на вес я особо не люблю смотреть, так как это для меня не показатель. И второй вопросик – это стиль твоего питания. Те, кто смотрит меня давно, знают, что я любитель, приверженец, фанат правильного питания, как еще можно назвать, потому что для меня правильное питание – это все, что нужно. Мне не нужны какие-то ограничения, я в какие-то моменты могу позволить себе что-то сладенькое, в какие-то моменты я могу себя немножечко ограничить, и в принципе я настолько привыкла к такому образу жизни, такому образу питания, что для меня это норма, для меня это стиль жизни. Третий вопросик: каким спортом ты занимаешься и как часто? В принципе, я занимаюсь фитнесом, но вот в последнее время я пробую себя в функциональном тренинге, занимаюсь сэндбэгом, я вам попозже чуть покажу некоторые тренировки, которые я выполняю, но в общей части это, конечно же, фитнес. Что в тренажерном зале, что в домашних тренировках у меня все-таки фитнес идет. В тренажерный зал я хожу, вот после травмы я начала, как и раньше, ходить 3 раза в неделю в тренажерный зал, а дома я занимаюсь где-то 1-2 раза в неделю. В общем-то, у меня получается почти 4-5 раз в неделю вот такие вот тренировки, да, довольно-таки интенсивные, но я привыкла к такому темпу, и, в принципе, когда я месяц не занималась, я просто сходила с ума. И я действительно понимаю, что фитнес – это наркотик, спорт – это наркотик, и без этого никак. Так, 4-й вопросик. Твое любимое блюдо. Сложный вопрос. Сама еще его придумала. Вообще я всеядная, и мне все равно, что есть, и главное побольше и повкуснее. Ну, если из таких любимых блюд каких-то или продуктов, то вообще я люблю очень фрукты. Сейчас очень пошел сезон клубники, я вообще обожаю клубнику. Бананы очень люблю. Из каш люблю овсяную, естественно, кашу, пшено люблю очень. Из мяса я в последнее время отказалась от какого-то тяжелого такого мяса, от свинины, от говядины. Больше курицу люблю, куриную грудку и так далее. Вообще все люблю есть. И побольше. 5-й вопрос. Твое нелюбимое блюдо. Тоже будет сложновато здесь ответить, так как, да, я не переборчива. В общем, я люблю все есть. Так что какое-то нелюбимое блюдо, допустим, ну, оливки я не очень люблю есть. Но все равно, даже если они где-то есть, я их съем, молча промолчу, но съем. Печень я в детстве не очень любила, и сейчас, в принципе, я особо ее не готовлю. Куриную, там, ну, разную всякую печень. Что еще такого? Да все. Я всеядный человек. 6-й вопросик. Проблемная зона в фигуре. Для меня лично проблемной зоной является талия, вот косые мышцы пресса. Как вот не дано природой, да, мне какие-то изящные формы 90-60-90, я как-то пытаюсь с этим бороться. Я сейчас полностью последние полгода или может даже год исключила... Птичка, молчи! Последние полгода, в общем, я исключила упражнения на косые мышцы пресса. Я вообще сейчас их никак не трогаю, поэтому для меня вот как-то убирать объемы в этих местах очень сложно. Поэтому я стараюсь как-то расширяться в спине, в плечах и в тазе, в бедрах, чтобы как-то немножечко пропорции сделать. А так, в принципе, над всем стараюсь в полной мере работать. И 7-й вопрос вытекает из предыдущего. Какой частью тела ты гордишься? Да, немножечко такой самолюбивый ответ получится, ну ладно. Ну, если так подумать, то, скорее всего, с попой мне повезло. Вот просто именно меньше всего времени мне нужно, чтобы привести ее в форму, допустим, или вот каких-то объемов каких-то добиться. Ну, да, я думаю, мне с попой повезло больше всего. Ну, а так, конечно, я очень
очень-очень самокритичный человек. Мне каждый день ничего не нравится в себе. Я каждый день думаю, что так, надо это убрать, надо здесь как-то прибавить что-то. Если вы думаете, допустим, что я считаю себя там богиней и так далее, или там я идеальная, нет, я ни в коем случае не считаю себя каким-то эталоном или так далее. Ну, я очень люблю, да, действительно, я очень люблю работать над собой, и мне кажется, это очень хороший показатель, и в таких случаях добиваешься чего-то большего, чем ожидаешь. Поехали дальше. 8-й вопросик. Любимое упражнение. Если так вспомнить все, что я, наверное, перепробовала, то, наверное, приседание — мое любимое упражнение, не только со штангой в тренажерном зале, но и вообще с собственным весом и различные комбинации. Да, вообще, в принципе, люблю очень много комбинаций упражнений. Допустим, работаешь на пресс, заодно еще работаешь на бицепс. Мне кажется, это очень эффективно, потому что ты не только бомбишь одну группу мышц, ты еще и заодно что-то еще плюс делаешь. Так что, мне кажется, такие упражнения, они более энергозатратные, ты еще и плюс работаешь, это как кардио такое получается. Так что, да, я очень люблю функциональный тренинг все-таки и работать на все и сразу. 9-й вопрос. Твое нелюбимое упражнение. Если подумать, именно упражнений нелюбимых, наверное, все-таки нет. Я не очень люблю кардио, как бег, допустим. Но и то я пытаюсь с этим как-то бороться. Я вот даже на телефон поскачивала себе сериал «Друзья» и пытаюсь бегать, не думать о том, что я бегаю, смотреть сериал, там, отвлекаться как-то от этого. Но все равно перебарываю себя и пытаюсь как-то любить бег. Так что с этим мне тяжеловато, с бегом приходится. 10-й вопросик. От каких продуктов ты отказалась? Да, надо немножко вспомнить, потому что за то время, как я начала правильно питаться, я отказалась, наверное, от очень многих продуктов, которые, в принципе, для всех сейчас являются нормой. В первую очередь я отказалась от майонеза, хотя для меня это было просто невозможно. Я раньше покупала майонез, как сейчас покупают хлеб, соль, не знаю. Потом я избавилась от хлеба. Когда еще и плюс Дима избавился от хлеба, я думала, это невозможно будет, но и он тоже избавился от хлеба, потому что мы обычно съедали, ну, я съела так закуску с едой, я съедала где-то 2 кусочка хлеба. Дима вообще после еды съедал полбатона. И для нас избавиться от хлеба это было вообще спасением каким-то. Что потом? Сладкие газированные напитки. Я очень любила раньше минеральную воду, и я могла пить только ее. Сейчас потихоньку стараюсь избавляться от сахара, заменяю стевией ее и вообще минимум добавляю в чай, я вообще ничего уже не добавляю. И чай такой вкусный, оказывается. Без сахара совершенно другой вкус у чая. Попробуйте. Ну, я не говорю уже за разный фастфуд наподобие чипсов, сухариков и так далее. Это вообще уже забыто мной уже давным-давно. Я вообще не помню, когда последний раз что-то подобное ела. Ну и логично, что 11-й вопрос — это твоя слабость. Твоя слабость в питании, в принципе, что можно себе позволить такое, самое любименькое. Я очень люблю печенье. Печенье, чтобы было с песочного теста, с вареной сгущенкой, посыпано орешками. Все так точно, да, именно оно. Потом я очень люблю медовый торт. Особенно я люблю его готовить сама. Я очень редко это делаю, но очень метко. У меня свой рецепт. Может быть, когда-то покажу на втором канале, чтобы никто не видел это из худеющих. В общем, да, что-то из сладенького такого я люблю покушать. И иногда могу себе позволить там раз в неделю, пару раз в неделю утром до 12. Вполне возможно такое себе позволить, и после этого я не буду убиваться и думать, боже мой, я жирная. Нет, я просто потом работаю над этим, и все отлично, я счастлива, я и печенька, мы любим друг друга. 12-й вопрос, зачем ты занимаешься спортом? В общем, какая моя цель? Я занимаюсь спортом, чтобы быть постоянно красивой, всегда быть здоровой, всегда быть активной, жизнерадостной, это моя цель, всегда быть такое, и чтобы, допустим, когда мои дети будут в школе, я буду их забирать, чтобы думали их сверстники, ой, это твоя сестричка. Ну, в общем, всегда быть красивой, молодой, подтянутой. 13-й вопрос, как питаются в твоей семье и поддерживают ли они тебя? Моя семья — это Дима, и мы с ним живем вдвоем. И, в принципе, он ест все то же самое, что и я готовлю то же самое, что и себе.
и мы с ним питаемся правильно, и вместе занимаемся, ходим в тренажерный зал вместе, но когда мы приезжаем к его родителям или к моим, а они питаются, если честно говоря, не совсем правильно, они позволяют себе все, что хотят, вот тогда мы отрываемся. Мы с семьей, мы отдыхаем, я могу себе позволить и какие-то конфетки или какой-то тортик, что-то такое любименькое. Но, в общем-то, нас поддерживают и стараются особо не соблазнять чем-то вкусненьким. 14-й вопрос довольно-таки интересный. Ты занимаешься с макияжем. Когда я занимаюсь в тренажерном зале, то я максимум, что могу сделать, это, наверное, подкрасить ресницы, там какие-то стрелочки маленькие сделать, чтобы особо не пугать людей. Ну, тональным кремом я особо, наверное, не пользуюсь, только если там какой-то прыщичек вылезет, и то, если он меня очень раздражает. А так особо стараюсь ничего не делать, потому что все-таки потеешь, вот эта кожа, плюс макияж, это, конечно, ужасно. Дома я вообще не крашусь. Но, естественно, когда я, допустим, снимаю тренировки, тоже, чтобы своим фейсом не накрашенным не пугать людей, я, конечно, стараюсь какой-то минимальный макияж нанести, а так, конечно, все-таки не советую заниматься с макияжем. 15-й вопрос, о нем часто меня очень спрашивают, это что тебя мотивирует? Я очень долго думала о том, что меня может мотивировать, и в первое время меня мотивировали свои результаты, конечно, то, что я видела какие-то успехи, изменения в своем теле, то, что я с каждой тренировкой становлюсь лучше, это не может не быть видным, это постоянно подстегивает на то, чтобы заниматься в следующий раз все больше и больше, выкладываться по новой, пробовать какие-то новые тренировки, чтобы еще лучше прочувствовать свои мышцы. Да, я чувствовала свою мотивацию именно в отражении своего зеркала. Но чем больше я начала снимать тренировки для вас, тем больше я получаю сообщения о том, что у вас что-то получается от моих тренировок, тем больше я осознаю, что меня мотивируете вы, ваши успехи и то, что у вас все получается. Что касается девушек, которые меня мотивируют, то я очень долго не могла найти себе какую-то визуальную мотивацию. Не то чтобы мотивацию, а вот такую вот подстежечку, да, когда все-таки, мне кажется, у всех есть такой момент, когда сидишь на диване, ну ничего не хочется вообще, ни каких-то тренировок. У меня тоже такое есть, я тоже не робот. И вот в такие моменты я очень люблю смотреть фотографии. Например, у меня 3 любимых девчонки, все они заграничные фитнес-модели. Это Анна Делия, если правильно читаю, если честно, Николь Яришна, я фотографии здесь тоже покидаю, и Мишель Левин. В общем, это 3 мои такие мотивашки визуальные, которые вот фотографии смотришь, просто, не знаю, поднимаешь попу с дивана и идешь заниматься. 16-й вопрос, это твой любимый фитнес-лук. Я сейчас в нем одета, это мои любимые ядреные новенькие Nike, розовые с салатовым, хлопковые такие лосинки от фирмы Кифа, они очень удобненькие, мягенькие такие, маечка какой-то фирмы, не знаю, и топик такой, очень яркий и хорошо держит. Мне, в принципе, очень нравятся яркие цвета в одежде, и вы, наверное, заметили это. 17-й вопросик, что можно съесть на завтрак, обед или ужин? 17-й вопросик, что можно съесть на завтрак, обед и ужин? Мои такие советики. Из моих любимых, в принципе, завтраков это овсянка первого сорта, вареная на молоке с добавлением какао, ложечки где-то чайной, плюс банан, какие-то орешки можно добавить, или греческий, или миндаль. На обед можно позволить себе, допустим, гречку вместе с куриной грудкой. Вроде бы банально, но я так это люблю. Сейчас очень много свежих овощей появилось, и салатик можно какой-то сделать, там, допустим, на оливковом масле или на сметане, с каким-то салатом, с редисом, с помидорами или с чем-то еще. На ужин можно сделать себе творожок, допустим, с теми же орехами, со сметаной, и довольно-таки вкусно получится и сытно. 18-й вопрос. Как долго ты занимаешься спортом? В общей сложности, если так вспомнить, то, наверное, лет с 18 я осознала, что нужно что-то менять в себе, в своей жизни кардинально. И вот где-то с 18 лет, то есть почти 4 года, где-то так, да, занимаюсь я фитнесом, питаюсь правильно, так осознанно правильно питаться я начала где-то, может быть, года 2 или 3 примерно. Я, честно, не считала. Вот с какого-то дня, с понедельника у меня такого не было. Вот где-то в таких сроках 4-3 года. Где-то у меня вот такой вот образ жизни получается. 19-й вопрос. Есть ли у тебя вредные привычки?
Никогда в жизни своей я не курила и не пробовала. Что касается спиртного, то же самое абсолютно. Я резко негативно отношусь к таким видам привычек. Что курение, что алкоголь для меня является запретом номер один. И я 100% с уверенностью могу сказать вам, что я никогда в жизни это и не попробую, потому что я не вижу смысла просто. Это лично мое мнение, и я стараюсь это прививать каждому, ну, по возможности, конечно. И, ну, это, мне кажется, это несовместимо. Фитнес, здоровый образ жизни, правильное питание, еще плюс на тебе курение и алкоголь. Это просто несовместимо. И последний 20-й вопрос, это что ты можешь посоветовать начинающим в фитнесе? Так как я здесь являюсь вашим фитнес-тренером, то это как раз в тему сейчас будет. Потому что очень часто новички мне пишут: Таня, пожалуйста, дай мне какие-то слова, наставления, чтобы дать мне пинок, чтобы я быстрее пошла заниматься фитнесом и правильно питаться. Девчонки, здесь я вам могу посоветовать только одно. Не ищите себе оправданий, не ищите себе отмазок. Делайте все в один прекрасный момент. Не откладывайте все на какой-то там волшебный понедельник и так далее. Не думайте, что вы, допустим, пробежите там километр вокруг дома или прокатаетесь на велосипеде, у вас вырастут огромные накачанные ноги, или вы возьмете там какую-то гантельку, у вас вырастет огромный бицепс, как у какого-то культуриста. Такого в жизни не может быть, это просто банальная отмазка. Вы или делаете что-то, или вы ничего не делаете, оставляете то, как так все, как оно есть. По сути, я вам всего лишь даю понять, как это можно сделать, какое-то наставление вам даю. Но делаете вы это или нет, это ваше право, и решаете только вы за себя все. Так что я вам желаю никогда не останавливаться на вашем пути, делать все моментально, одним решением, не откладывать все на какой-то там день, и верить в свои силы. Главное верить в себя, что у вас все получится. Если бы я в какой-то момент подумала: да нет, у меня ничего не получится, буду я там просто сидеть там обычной девчонкой у окна с нутеллой и так далее. И, конечно, у меня ничего бы не получилось, я бы сейчас не сидела бы рядом с вами и не рассказывала вам о чудесах фитнеса. Так что верьте в себя, и у вас все получится. Так что вот такой вот тег у меня сегодня получился. Я надеюсь, вам были интересны послушать мои ответы на эти вопросы. Если вы такой же любитель здорового образа жизни, фитнеса и правильного питания, обязательно сделайте такой же тег. И я думаю, будет интересно распространять такое веяние фитнеса, здорового образа жизни, и это будет очень правильно. Так что встретимся с вами в новых видео. Я вам всем желаю удачи. Пока!